У нас є співрозмовник, це Андрій Іларіонов, колишній радник президента Росії. Господин Илларионов, вы нас слышите? Да, добрый день. Добрый день, вечер. Наталья, добрый день, Игорь. Здравствуйте. Добрый вечер. Это ваш знакомый? Добрый вечер. Да? Добрый вечер. Да. Господин Илларионов, скажите, пожалуйста, вы знаете президента Путина лично. Как далеко он готов зайти? Значит, давайте мы сейчас про личные особенности говорить не будем, а коротко я так скажу. Это операция, которая осуществляется в последнее время, направлена не на Крым, точнее не только на Крым и не только на Восточную Украину, она направлена на Киев. Она направлена на свержение нынешней власти в Украине. Она нацелена на то, чтобы свергнуть нынешнее правительство. Она нацелена на то, чтобы погрузить Украину в гражданскую войну. Она нацелена на то, чтобы превратить Украину в территорию хаоса, коллапса, катастрофы, в которой брат пойдет на брата, как сейчас только что рассказывал Игорь Смешко, не только между Россией и Украиной, но и внутри Украины, для того, чтобы столкновения пошли по всем линиям. Межэтническим, межконфессиональным, политическим, каким угодно, для того, чтобы всему миру предъявить Украину как территорию несостоявшегося государства, как территорию, где не действует право, где не действует порядок, где нет безопасности, где люди убивают друг друга, для того, чтобы получить десятки, сотни тысяч жертв, которые можно будет предъявить всему миру, в том числе и той же самой Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, в качестве украинской версии 2000 мирных осетин, убитых там в очередном месте. Поэтому самое главное сейчас для всей Украины, это для всего общества, не только для властей, обеспечить максимальный порядок и не допустить осуществления провокаций. Это, к сожалению, очень непросто, потому что на территории Украины уже сейчас находится несколько групп российского спецназа, не только тетушек, российских тетушек, не только российских туристов, которые вывешивают российские флаги и берут те или иные администрации, а группы российского спецназа, задача которых открывать огонь и убивать российских же граждан и российских военнослужащих на территории Украины, для того, чтобы предъявить это в качестве провокаций, совершенных со стороны Украины. Именно так действовали российские части на территории Грузии, в Южной Осетии, когда именно российский спецназ в Цхинвале расстрелял российских офицеров, и потом убийства этих офицеров, эти тела, были предъявлены в качестве убийства российских миротворцев грузинами. И поэтому, когда вы меня спрашиваете, что может произойти, на что может пойти, на все. И поэтому нужно быть к этому, надо понимать, с чем вы имеете дело, с чем мы все имеем дело. Значит, надо следующее, надо понимать, что это война, это не игрушки, это не разговоры, это настоящая война. И в этих условиях, в условиях войны, надо действовать так, как действует в условиях войны. Первое, что надо сделать немедленно, закрыть украинско-российскую границу. Уже сейчас, за последние несколько суток, на территорию Украины проникли большие группы лиц, которые на самом деле являются военнослужащими и либо служащими специальных подразделений со стороны России. Надо немедленно закрыть украинско-российскую границу. Те, кто хотят покинуть Украину в данный момент, могут это сделать, но со стороны России граница должна быть немедленно закрыта. Второе. Необходимо закрыть воздушное пространство над Восточной и Южной Украиной. Необходимо сделать заявление военным руководством Украины о том, что самолеты, любые летательные аппараты, самолеты, вертолеты, любые другие, кто не будет отвечать на позывные, кто не будет следовать указаниям украинских диспетчеров, будут немедленно сбиваться украинскими ПВО. Это заявление должно быть сделано официально со всеми необходимыми оговорками, полномочиями для того, чтобы все знали. Необходимо взять под контроль побережье Азовского моря и Черного моря. Необходимо усилить охрану предприятий связи, аэропортов. Это чисто военное мероприятие. Кроме того, необходимо объявлять всеобщую мобилизацию немедленно. Не надо, я, к сожалению, не до конца понял, что сказал Арсений Петрович Яценюк, цитируя свой разговор с Медведевым, который якобы по его словам сказал, что решение о вводе или там введении российских войск на территорию Украины не было.
Это ложь, это обман. Не надо повторять ту ложь, которую произносят из Кремля. Интервенция происходит в данный момент, поэтому не надо повторять эту ложь. Кроме этого, необходимо создать немедленно пресс-центр при органах власти Украины, при президенте, исполняющем обязанности президента, при правительстве, как угодно, который должен работать круглосуточно. Он должен работать на двух основных языках. Это прежде всего для мира. На английском и на русском. На английском для того, чтобы международное сообщество было в курсе того, что происходит в Украине. Там должны быть аккредитованы, должны работать журналисты всех каналов. CNN, Fox, BBC, ARD, France Press, все кто угодно. Круглосуточно, 24 часа. Второе направление. Необходимо говорить на русском языке. Не все граждане России хорошо понимают украинский язык. Не какие-то детали. Российские граждане должны знать о том, что происходит. Происходит агрессия, интервенция. Самый мощный союзник для Украины в этот момент – российские граждане. Граждане Российской Федерации, которые ненавидят этот режим, который провоцирует братоубийственную войну, которые не верят и не будут верить, если им давать соответствующую информацию. Вот конкретные примеры. Необходимо просто немедленно создавать контрпропагандистскую службу. Вот только что было объявлено, там белгородский губернатор говорит о том, что там Белгородская область, значит, вот просто испытывает гигантский поток беженцев с территории Украины. Но это же ложь. Немедленно тут же должно быть сообщение со стороны украинского правительства. Это не соответствует действительности. Только что они сейчас сообщили о том, что якобы Ярош связался там с Даку Умаровым и потребовал того, чтобы там чеченские боевики начали нападение. Это правда или это ложь? Андрей Должна Николаевич. быть немедленная реакция.